Эко-Шазам. В последнее время очень много разговоров и законопроектов, в основном в Европе, касающихся экологии. И как же хорошо звучит. Наша планета одна, люди и производство стали вредить ей, и уже через 50 лет мы будем сидеть в болоте из пластика и в отходах нефтепродуктов. Ладно мы, подумайте о детях. Хуеть их, блядь. Экоактивизм в наше время — это просто способ насытить свое эго. Люди проживают скучные жизни, и чтобы как-то показать себе и остальным, что они на самом деле хорошие, они начинают страдать полнейшей хуйней, блядь. Вместо того, чтобы исправлять причины и решать проблемы, они будут в миллиардный раз извиняться за неправильное слово, употребленное в сторону определенной расы, покупать продукты только эко-френдли, чтобы, не дай бог, не показаться похуистым. Всем резко стало не похуй друг на друга, и все хотят показать, какие они хорошие, набирая тем самым социальный рейтинг. Блять, все так ржали над социальным рейтингом в Китае, что не заметили, как он уже появился в европейских странах. В каком-то приложении не будет, конечно же, писаться, что у тебя 500 очков, условно, там, социального рейтинга. Но, блять, попробуй сказать слово на букву «Н» в Европе. Люди, пришедшие в свободный интернет, стали сами себя заковывать в наручники, чтобы не оскорблять чьи-то чувства. Ну ладно, давайте вернемся к теме экоактивистов и их непосильной борьбе, конечно же. Но перед началом хотел бы попросить подписаться на канал, поставить лайк. А кому понравится видос, советую перейти в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Там мы будем общаться с подписчиками. Недавно, сидя в телеграме, увидел новость о том, что в Германии теперь будет запрещено прогревать машину перед ездой на морозе. Это будут штрафовать. Собственно, из-за этого я и решил снять этот видос. Вы просто вдумайтесь, нельзя прогревать машину перед ездой на морозе. Я даже не буду говорить о вреде самой машине на морозе. На это похуй, ладно. Из-за лишних 5 минут заботы о своем транспорте будет штраф в пару сотен евро. Несколько штрафов. Это 5000 евро штрафа, блядь. Автолюбители, наверное, скажут, что, мол, в современных машинах это не такая уж и большая проблема. Машины быстро разогреваются при езде, и есть специальная система, так что в целом похуй. Но нет, блядь, не похуй. У какого процента немцев современные машины? 50-60%, а остальные должны либо платить многотысячные штрафы, либо гробить свою машину. А учитывая, что это, скорее всего, малообеспеченные люди, то им штраф в 5К, наверное, сказкой, блядь, покажется. Мне понравились слова подписчика в нашем телеграм-канале на эту тему. Цитата. Видимо, для того, чтобы people был вынужден старые машины менять на новые. Праздник принудительного потребления. Тот случай, когда запланированное устаревание не сработало, и надо его подтолкнуть вручную. Причем, ладно, если бы все эти акции были бы направлены правильно. А что мы видим? Экоактивисты выгодны как государству, так и в целом ответственных за проебы в экологии людей. Ведь, указывая на незначительные и неопределенные проблемы, можно скрыть главные причины. Давайте выделять миллиарды долларов на изучение влияния пердежа на атмосферу, чем реально будем сидеть и думать, как оптимизировать производство под экологические нормы. Экоактивисты считают, что если они сегодня не выйдут из дома, то уже завтра, блять, планета взорвется. My main goal is to blow up. Но что или кто ответственен за столь скорое уничтожение Земли? Разделение ресурсов, сосредоточение благ и производств среди ультрабогатых? Или все-таки Джамал? Экоактивисты по типу Just Stop Oil считают, что во всем виновата эта ебаная жижа. Нефть. В ней, словно Скрудж Макдак, купаются диктаторы всего мира и злобные капиталисты. И в этом есть доля правды. Эмиссия от нефтепродуктов равна 32%, а в комплекте с природным газом и все 54%. Их борьба — это попросить деньги у капиталистов на их протесты. Просить деньги у тех, кто, собственно, и ответственен за эти выхлопы и загрязнения. Почему бы и нет? И им абсолютно похуй на стандарты евро, из-за которых от машины уже почти нет вреда экологии. Да и похуй на это, на самом деле. И похуй на то, что производство не готово перейти на эко-френдли энергию. И можно такой список еще долго-долго-долго продолжать. Активисты выходят не для того, чтобы найти причину, а потешить эго, как я уже и сказал выше. Еще можно часто услышать такое мнение, что в Европе просто все осознанные, ответственные, как бы так серьезно подходят к этой проблеме, поэтому стараются сами не вредить природе. Поэтому есть тренд на эко-френдли товары, ну и так далее. Но, блять, это не так, мои маленькие. Для решения столь больших проблем нужна не индивидуальная осознанность, а общественная. Как бы государство и пропаганда пытаются внушить людям, что нужно стать осознанным и подходить к таким проблемам серьезно. Но это звучит так же лицемерно и забавно, как если бы человек потратил 80% семейных денег на донат в игре, а потом отчитывал бы другого за покупку еды. На производствах нарушаются абсолютно мыслимые и немыслимые правила по экозащите.
От 5 заводов машин эмиссии будет больше, чем от миллиона пердящих, использующих пластиковые бутылки и пакеты людей. И при этом, этим самым людям надо же, конечно же, блядь, влиять на свои 5-7%, а не производством, которое травит природу ради выручки. И самое забавное то, что эти шизы, выходя на свои акции, делают еще хуже. Ведь они мешают обычным людям, тем самым строя вредный образ в голове у обычных людей, смещают фокус на абсолютно хуйню какую-то на самом деле. Ну, как бы, можно сказать, что это там тупая вещь, там вот это все, но это не надо, это просто хуйня. Из-за чего для обычного человека экоактивизм выглядит как сборище клоунов, портящих шедевры искусства в музеях и приклеивающих жопы к асфальту. А иногда вообще их изменения ведут к еще худшим решениям. Например, электрокары, в которых есть литий. И вы, наверное, уже много раз слышали, как его добывают и кто его добывает. А если нет, то сейчас расскажу. Видите, это токсично-зеленые озера. Так вот, это литиевые солончаковые месторождения. Не буду рассказывать весь процесс, но как бы вкратце. Когда вся эта токсичная жижа испарится, на дне останется литий, который будет собирать в основном дети или просто бедные щелики. Ну, что им грозит, собственно? Ну, разве что воспаление дыхательных путей, раздражение кожи, нарушение работы сердца, почек, нервной системы и повреждение легких. Ну, а хули нам, собственно, да, экоактивистам. Ну, это хотя бы меньше вредит природе, так? Так? Ну, как сказать, переработка старых аккумуляторов после использования, а они будут быстрее выходить из строя, ведь на морозе и на жаре аккумулятор потихоньку скукоживается. Использование токсичных веществ, которые затем попадут в почву, а затем и в воду, буквально превращая место изготовления в Чернобыль. И т.д. и т.д. Как факт, электрокары оставляют еще больше углеродный след, чем обычные машины. Интересная картина вырисовывается, не так ли? Люди внушили, что это более эко-френдли продукт, и на этом они сделали миллиарды долларов. Людям продали необходимость в защите планеты. Собственно, все как всегда. Торгаши говном услышаны всеми и признаны без реальных заслуг. А люди, которые и правда пытаются что-то сделать для защиты планеты, будут забыты до тех пор, когда уже настанет реальный пиздец. А если не хотите показаться чертовыми похуистами, то смотрите проплаченные документалки по говноскавере, блять. После чего напишите в Твиттере миллион постов на тему «Почему я люблю планету?» и «Остановите нефть». И как вишенка на торте выходите из дома и мешаете остальным людям просто жить. Так люди действительно помогут планете и себе не сдохнуть в ближайшее время.